просто идеален для летней жары. Готовлю знаменитый холодный испанский суп гаспачо. Продолжайте смотреть, и будет очень вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Знаменитый холодный испанский суп гаспачо точно понравится тем, кто любит повымакивать кусочком хлебушка выделившиеся соки из овощного салата. Этот суп невероятно простой в приготовлении, но очень вкусный и насыщенный. Список ингредиентов я оставила в описании. Идеальным вариантом для гаспачо будут сочные, сладкие, спелые летние помидоры. Они сделают вкус супа невероятно насыщенным. Первым делом подготовлю помидоры. Их нужно избавить от кожицы, чтобы текстура супа была однородной и гладкой. Тут можно пойти несколькими дорогами. Измельчить помидоры блендером и пропустить смесь через сито. Можно бланшировать помидоры, обдать кипятком и снять кожицу. А мне очень удобно сделать так, как в видео. Я разрезаю каждый плод напополам поперек, чтобы открылись все семенные ячейки. Затем я натираю помидоры на мелкой терке, при этом кожица остается у меня в руке, как бы раскрываясь в процессе. Получается вот такое пюре. Напомню, что на моем канале есть еще несколько рецептов вкусных холодных супов. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Особое внимание рекомендую обратить на гаспачо из огурцов. Очень вкусный вариант. Теперь отправляю в чашу блендера все томатное пюре. Туда же отправляю четверть луковицы, очищенный чеснок, раскрашиваю и отправляю туда черствую булочку. Она добавит мясистости и густоты. Всыпаю копченую паприку, добавляю соль и соус табаско. На моем канале есть рецепт приготовления домашнего табаско, ссылку оставлю в описании. Вливаю бальзамический уксус, он придаст глубину и сбалансирует вкус. Можно использовать также хересный уксус или винный, или на худой конец лимонный сок. Вливаю оливковое масло и отправляю в чашу лед. Измельчаю содержимое чаши до максимальной однородности. Вот такой по текстуре получается основа. Теперь готовлю овощную заправку. Это добавка, которая привнесет текстуру в гаспачо и дополнительно оттенит его вкус. Итак, мелким кубиком нарезаю огурцы. Нарезаю такого же размера кубиком сладкий перец. Мелко рублю четвертинку красной луковицы. Смешиваю нарезанные овощи. Можно дополнительно их посолить и поперчить, но я предпочитаю делать это уже в тарелке, чтобы они не начали пускать сок. В идеале дать гаспачо настояться в холодильнике пару часов, но так как я готовлю его со льдом, он уже будет холодным и освежающим. Итак, наливаю в тарелку томатную основу. Добавляю немного хрустящих овощей. Сбрызгиваю суп оливковым маслом для красоты и слегка присыпаю копченой паприкой, которая создаст красивые цветные пятнышки. Немного черного перца сверху и готово! Если мой вариант знаменитого испанского гаспачо пришелся вам по душе, ставьте палец вверх, оставляйте свои приятные комментарии, делитесь, как готовите этот знаменитый суп вы, как вам по вкусу, сравним наши с вами вкусы и, возможно, обменяемся каким-нибудь опытом. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Подписывайтесь, если вы на моем канале впервые, нажимайте на колокольчик, и нам с вами будет точно вкусно.